Привет, меня зовут Саша, вы на канале Чужаки, и сегодня я хочу поговорить о том, почему россияне не любят поляков. Конечно, название это достаточно кликбейтное, но все-таки, мне кажется, это важная тема, которую нужно обсудить. Тем более я россиянин, который уже 2 года живет в Польше, и мне хочется в этом вопросе разобраться. Прежде чем начнем, я хочу попросить вас подписаться на наш канал, потому что на нашем канале бывает 10 тысяч просмотров, бывает 20, бывает 50, а бывает еще больше, но при этом самих подписчиков у нас меньше 10 тысяч. И это какой-то несправедливый непорядок, потому что когда на канале мало подписчиков, YouTube его хуже продвигает, его видит меньшее количество зрителей, и таким образом канал очень слабо разбивается. Поэтому проверьте, подпишитесь и давайте начнем. Вернемся к тому, почему я решил поговорить о том, почему россияне не любят поляков. На самом деле, мне этот вопрос важен по нескольким причинам. Во-первых, потому что я этнический поляк. Мои прабабушка и прадедушка были поляками, я родился в России, и мне интересно понимать структуру взаимоотношения вообще этих народов, этих государств. Во-вторых, я уже 2 года живу в Польше, и когда началась война, я встречаю все больше мигрантов с этого времени, которые приезжают из России, и которые рассказывают, как они относились к Польше, как их родственники относились к Польше, родители. Всегда это взаимоотношение достаточно разное, там люди, допустим, всегда реагируют: почему вы именно в Польшу приезжаете, что в этом такого? Старшее поколение бывает, что относится к Польше там холодно или вообще даже негативно, поэтому это второй момент, по которому мне это интересно. Третий момент — это то, что даже в моем окружении достаточно много людей относятся к Польше либо там холодно, либо там нейтрально, либо там среди старшего поколения бывает, что там вообще даже негативно. И мне хотелось бы разобраться тоже, почему это происходит. Но еще один момент, как мне кажется, который нужно обсудить. Несмотря на всю эту историю взаимоотношений России и Польши, несмотря на то, что сейчас российские СМИ называют Польшу чуть ли не самой русофобной страной в мире, и то, что я живу в Польше 2 года и ни разу не встретился с этой русофобией, мне кажется, этот момент тоже нужно обсудить. Потому что, как мне кажется, отношение поляков к россиянам отличается от отношения россиян к полякам. Давайте попробуем разобраться. Начать обсуждение об отношении россиян и поляков мне хочется буквально немного с истории. Наверное, многие знают, не знаю, откуда вы нас смотрите, из Польши, из России или из других стран, что Польшу в конце 18-го, начале 19 века разделили 3 части между собой: Пруссия, Австрия и Россия. Польское государство перестало существовать, но польский народ остался. И, собственно, польский народ на территории Российской империи очень много раз поднимал различные восстания для того, чтобы восстановить свой суверенитет, свою государственность, и так далее. Одно из таких значимых восстаний было в 1830 году. Интересно то, как на это восстание реагировали российские элиты в тот момент. Можно взять тех же декабристов. Для России это такой символ каких-то перемен, каких-то революций, чего-то такого вроде как светлого и хорошего. Но интересно, что декабристы, в том числе Пушкин, не очень хорошо отзывались о Польше. Потому что Пушкин, когда началось восстание в Польше, написал интересное стихотворение, которое называется «Клеветники России». В этом стихотворении он говорит о том, что Польша — это часть России, что все те, кто хочет что-то там изменить, это все проделки Запада. В общем, это прям такая пропаганда, которая, собственно, сейчас бы очень хорошо зашла. Но другой, мне кажется, не менее важный и интересный момент, то, что на это стихотворение Пушкина про клеветников России ответил Мицкевич. Это важный поэт и вообще важная фигура в истории польской литературы. И Мицкевич, несмотря на то, что Пушкин достаточно жестко высказался о Польше, лояльно и гуманно ответил Пушкину на его такое стихотворение. Вы можете тоже найти это стихотворение в интернете, но такой общий посыл, что мы же условно с вами друзья, и Польша, и это моя страна, я хочу, чтобы она была свободна, независимой, и вы должны избавиться от оков этого империализма, и все будет между нами нормально, мы с вами можем нормально общаться. Это такой мой вольный контекст перевода 21 века. И для меня это тоже было удивительным моментом, что уже тогда, в 19 веке, когда там много из российской элиты отзывалась о Польше не очень хорошо, Мицкевич достаточно показывал достаточно лояльную, такую, можно сказать, гуманную позицию по отношению к России. Еще одно такое большое восстание, которое было на территории Польши, оно было в 1863-64 году, и тогда это восстание против Российской империи поддержал Герцен, который вообще сказал фразу, что свободная Россия возможна только если будет свободная Польша.
важным интересным событием, мне кажется, советско-польская война, которая была в 1919-1921 году, которую Советский Союз проиграл. Что интересно, даже в российской уже истории ее не называют российско-польской войной. Ее называют историей советско-польской, либо война большевиков там с поляками. В 1921 году произошло большая битва, которая называется в Польше там «Чудо над Вислой», когда условно удалось остановить большевистскую армию от того, чтобы она, собственно, распространила вот эту революцию, мировую революцию по всей Европе. Это событие, является важной частью вообще европейской истории. Я поспрашивал у многих своих старших знакомых, многие про него не слышали. Конечно, это тоже какой-то такой важный момент, который, является частью российско-польских отношений. Что интересно, когда Ленин начинал эту войну, он говорил знакомые нам всем слова для того, чтобы все это началось, что мы должны освободить всех русских, которые живут на территории Польши, от вот этого капиталистического влияния Запада, чтобы была везде мировая революция. В общем, знакомые нам всем фразы. И еще один момент важный, конечно, в истории российских польских отношений. Это Польша была частью советского блока, это всякие различные антисоветские восстания в Польше, движение «Солидарность». Я поспрашивал у некоторых своих знакомых старшего поколения, знают ли они про это движение, вообще про то, что было в Польше. И, конечно, мало кто про это что знает. Я не сказал про Вторую мировую войну, скажу про нее чуть позже отдельным блоком. Но мне кажется, что вот этот исторический блок является таким важным и значимым фактором недопонимания во взаимоотношении россиян к полякам. Еще один момент, который я хотел обсудить, это уже отношение молодого поколения к Польше. Я буду говорить о своем опыте. Также я нашел небольшой опрос, исследование в интернете российско-польских отношений среди студентов и хочу это обсудить. Если говорить обо мне, то условно до 2013 года я практически ничего не знал о Польше, о российских-польских отношениях. Я даже о своих польских корнях-то как-то конкретно не знал. И вот мое отношение к Польше, оно было абсолютно каким-то нейтральным. Это вот какая-то такая страна, она где-то там в Европе, часть Евросоюза, мы славяне. И, в принципе, все. То есть ни позитивного, ни негативного мнения. Это было вот просто страна другая. Что касательно того, как мы изучали историю, то, наверное, самым значимым событием, которое мне вспоминалось из школьной истории, это только польская интервенция в 1610 году. И я поспрашивал реально многих своих знакомых, многие говорят именно про это событие. Будто это такое главное событие в истории российско-польских отношений, что, конечно, странно. Причем я поспрашивал даже своих знакомых, которые только-только закончили школу. Многие из них практически ничего про Польшу, такого важного исторического, не говорят. У нас очень часто история подавалась только так, что Россия везде была условно победителем. Россия никаких войн никогда не начинала, на нее только нападали, и она всегда только защищалась, и, собственно, всегда войны только выигрывала. Это я говорю к тому, что почему, наверное, советско-польскую войну не очень-то освещали. Не знаю, расскажите, как у вас, если вы нас смотрите из России, было ли у вас такое? Говоря о истории, я бы хотел сказать о Второй мировой войне. На самом деле, когда мы проходили это в школе, история Польши во время Второй мировой войны была достаточно простой. Гитлер напал на Польшу, началась Вторая мировая война, пакт Молотова-Риббентропа мы проходили так достаточно косвенно, и что там было какое-то секретное тоже разделение влияния, плохо это или хорошо, как будто не обсуждалось. И вся остальная, собственно, история Польши во время Второй мировой войны, она тоже как-то достаточно такая проходила мимо. Про Варшавское восстание я не помню, чтобы мы что-то изучали, мне кажется, ничего не было. И, собственно, что просто после войны Польша стала частью Восточного блока, стала вместе с СССР, и все. Что интересно, мне кажется, в этом моменте я разговаривал со знакомыми старшего поколения, и уже когда здесь жил в Польше, и мне задавали вопрос, отмечают ли поляки День Победы. И мне этот вопрос кажется очень странным. Я здесь скажу не свою цитату, а я, когда встречался с режиссером Кшиштофом Зануси на одной из его встреч в кинотеатрах, он сказал, что для поляков 9 мая война, она как будто бы не кончилась. Для них все эти страдания, то, что они оказались под советским влиянием, они условно продолжились. Польша не хотела быть частью Восточного блока, она не хотела быть под влиянием Советского Союза. Да, может быть, какие-то боевые действия кончились, но некие страдания, некие тяжелые события, они не закончились. Польша была очень сильно разрушена. Мне кажется, странным вопрос от того, отмечает ли Польша 9 мая. Конечно, она не отмечает, и для них это совершенно другой день, и они к нему не так относятся.
Также там, если вспоминать то, что мы говорили в Польше про советские годы, то, просто Польша часть советского блока, туда многие ездили как за границу. То, что там были какие-то восстания против Советского Союза, в моей школьной программе практически ничего этого не было. То, что там было движение «Солидарность», ничего такого не было. Я поспрашивал многих знакомых старшего поколения, они тоже про это ничего не знали. Если что-то такое происходило, то это влияние Запада, что это там западные подстрекатели из Америки и так далее, и что все страны хотят жить дружно в мире вечного социализма и так далее. Но уже после того, как развалился Советский Союз, когда Польша стала независимой, когда она уже не зависела от советского блока, в России, особенно там люди радикальные, считали это как неким таким предательством, что Советский Союз все Польше дал, а Польша только и рада была уйти, стать там частью западного мира, чуть ли не там, какие-то разные могут быть оскорбления тут в сторону Польши, со стороны таких радикальных людей. И, конечно, многие советские люди отзываются о ней в этом плане не очень хорошо. Но для меня, как человека, который учился уже там в 2000-е годы в школе, такого отношения к Польше не было. То есть Польша, просто как страна, часть Европейского Союза, и, собственно, все, часть Европы, мы славяне, и все. И понятное дело, что сейчас, когда началась война, наверное, отношение поляков к россиянам изменилось, потому что год назад мы делали опрос на улице, спрашивали, как поляки относятся к россиянам, и многие из них говорили достаточно добрые и такие, теплые слова в сторону россиян. Многие говорили о том, что да, у нас очень сложная история, но нас многое объединяет, мы славяне, у нас культура достаточно похожа. И когда я сейчас смотрю наш этот опрос, мне достаточно тяжело его смотреть, потому что я вижу, насколько все изменилось. Сейчас, как я уже сказал в начале, Польшу называют чуть ли не самой там русофобной страной, с чем я, конечно же, абсолютно не согласен, потому что живу здесь и вижу ситуацию по-другому. Поляки, конечно, сейчас тоже по-другому смотрят на россиян, потому что то, что сейчас делает Россия, как она вторглась на Украину и начала там эту войну, это, это невозможно описать какими-то нормальными словами, это ужас. И как я уже говорил, что я смотрел один опрос среди польских студентов, среди российских студентов, то, как они относятся друг к другу. Как показывает опрос, польские студенты немного больше знают о России, чем российские студенты о Польше. Потому что когда польских студентов спрашивали о том, какие, допустим, вы знаете места в России, они говорили Москва, Петербург, Байкал, Урал, Сибирь, там Нижний Новгород, какие-то вот такие города. Когда спрашивали россиян о том, какие они знают места в Польше, там достаточно небольшой процент говорил, что это вот там Варшава, Краков, и там еще какая-то часть говорила про Татры. То же самое там и с историческими личностями. Очень много польских студентов знают российских политиков, знают российских музыкантов и там представителей культуры. То есть это и Толстой, и Достоевский, там Сталин, это Ленин и так далее, и так далее. Когда спрашивали у российских студентов, знают ли они каких-то польских политиков, они не могли назвать практически никого. Из известных личностей первое, что им приходило в голову, это Коперник, Складовская, Кюри. Кто-то назвал Шопена. Подводя итог всему этому, я бы хотел сказать такую вещь. Россияне не любят Польшу, они не любят поляков, они их просто не знают. Они, возможно, не знают полной картины всей истории, потому что сейчас вся картина истории — это то, как только говорит Путин. Они не видят тяжелую историю взаимоотношений, как Польша пыталась стать независимой, как Россия пыталась распространить свое влияние на Польшу. Если бы россияне видели, насколько тяжелый был путь Польши к своей независимости, сколько тяжелого они пережили под советским влиянием, под влиянием Российской империи, наверное, бы эти моменты показали бы им других поляков и другую Польшу и другое к ней взаимоотношение. Понятное дело, что трудности были со всех сторон, но взаимопонимание, когда вы изучаете историю соседей, когда вы пытаетесь понять, как они жили, что для них важно, почему ваши культуры похожи, почему отличаются, почему у вас есть какие-то точки соприкосновения, это гораздо сильнее влияет на людей. И я надеюсь, что в будущем наше поколение, которое несет на себе ответственность за эту войну, которую развязала Россия, в будущем оно будет перестраивать, переосмысливать все это отношение между Россией и Украиной, между Россией и Польшей. Я надеюсь, что в дальнейшем этот диалог будет лучше. Путин уйдет, вся эта власть уйдет, и будет возможно построить какой-то нормальный диалог, где мы сможем осмыслить историю соседей и свою историю по-новому. Я надеюсь, что на этом канале мы делаем хотя бы, может быть, какие-то первые шаги в этом.
Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал. Это важно, чтобы этот ролик видели большее количество человек, чтобы мы смогли делать ролики чаще, чтобы YouTube лучше нас продвигал. Поставьте лайк, если вам видео понравилось, и это тоже помогает продвижению канала и видео. Если вы хотите поддержать создание таких роликов, вы можете стать нашим спонсором на YouTube, здесь нажав кнопку «Спасибо» или там «Став спонсором», или на Патроните. Для наших спонсоров мы делаем отдельные ролики, мы выкладываем какие-то отдельные материалы, поэтому нам будет очень приятно. На этом все. Спасибо. Пока.